Okay, they're setting up in the plane. Всем привет, с вами вновь Антон с Aloginov.com. И если вы пропустили проходившую в начале месяца бету Rainbow Six осада, у меня для вас крутые новости. Могу с уверенностью сказать, что ничего из того, что вы знали до этого о Siege, не соответствует действительности. Теперь это абсолютно другая игра, и вот честно, впервые за очень долгое время мне не просто хочется рассказывать про игру, мне хочется про нее буквально орать, потому что это самый свежий, по ощущениям, самый впечатляющий милитари-шутер сетевой за последние годы. Это просто восторг, адреналин и слюни во все стороны. Естественно, Rainbow Six игра не для всех, как и предыдущие части. Это игра не для тех, кто любит строить из себя и героя, лететь вперед с автоматом наперевес, класть всех за счет скилла. Это игра для вдумчивых игроков, которые любят выигрывать за счет тактики, как персональной, так и командной. Людей, которые любят выигрывать хитростью, придумывать планы, да, и красиво их воплощать. И вот для них Siege станет просто настоящей жемчужиной, в которую они будут играть просто месяцы напролет. Я практически вот сейчас уже в этом полностью уверен. Просто потому, что вот всего за 2 дня игры Siege подарил мне миллион уникальных ситуаций, эмоций. И вот уже заставил буквально собрать команду из зрителей и вместе оттачивать различные тактики. Вообще, Siege — это такой очень показательный пример того, насколько сложно делать видеоигры, насколько это сложный и долгий процесс, насколько много труда надо вложить, чтобы прийти от намеченной идеи, да, вот к тому конечному результату, в который будут играть все. А я, как вы знаете, влюбился в Siege еще с самого первого показа. В прошлом году на E3 я сыграл всего несколько раундов и понял, что да, из этого может что-то получиться. Потом вышла альфа, кривая, косая. Но там вот тоже за всеми этими кривостями была идея. Было понятно, что хотят сказать разработчики, как они хотят построить геймплей, да, но у них это еще на тот момент не получилось. Там были хорошие моменты, но при этом она много где провисала, в том числе по вине игроков. И вот сейчас, глядя на бету, ты понимаешь, что на самом деле вот это все был такой процесс. Что на самом деле разработчики не дураки, они изначально знали, чего хотели, но это занимает время. Это реально сложная, кропотливая работа по настройке, отточке, по написанию движка. И что когда все вот наконец-таки сходится вместе, да, в одной точке, может получиться вот что-то абсолютно невероятное, захватывающее, цепляющее просто-таки с первого раунда. Давай. Практически каждый элемент игры был полностью переработан. Ты вот просто берешь мышку в руки, да, клавиатуру, и понимаешь, что переделано абсолютно все. Как двигается герой, как проходят матчи. То есть базовая механика осталась прежняя, да, одна команда защищается, другая нападает. Те, кто нападают, используют разведывательные дроны для того, чтобы разузнать обстановку. Но теперь это не просто такая ленивая часть игры, а очень-очень активная. Нужно обязательно найти в доме бомбу, которую охраняют террористы. И, соответственно, задача, да, обороняющихся построить оборону и сдержать натиск контров, а контров вот разведать, где они сидят, и придумать идеальный план штурма. В подвале трое. Блин. 10 seconds to Ну, go. не, бомбы где-то наверху, походу, потому что что-то в подвале вообще нету бомб. 5 seconds to go. И вот практически сходу ты замечаешь, что Siege совершенно по-другому ощущается, совершенно по-другому двигается герой, совершенно по-другому ощущается оружие. Если раньше это напоминало, там, не знаю, первые Rainbow Six, которые, ну, такие совсем, да, кондовые были, ну, или, не знаю, там, китайские бесплатные шутеры, то сейчас это такая взрослая игра, по ощущениям очень похоже это все на Battlefield тот же. Разрушаемость полностью переделали, опять же, она такая была достаточно с затормозами, да, то есть ты выстрелил, потом что-то отвалилось, сейчас ты вот прям чувствуешь, как из оружия прошибаешь стенки.
сожалению, на картах видно, что снизили количество мест, которые можно там взорвать, как-то прошибить в угоду балансу. Все ключевые комнаты там все равно простреливаются, как минимум, но вот открыть дырку и пройти уже не получится вот так вот просто, как раньше. Теперь все стало намного более тактичным. Не сказать, что это какой-то дискомфорт создает, но иногда хочется проломить потолок, а нельзя. Стрельбу, хитмарки, все, что касается повреждений, все опять же полностью переделали. Убивают теперь вообще мгновенно, то есть если раньше нужно было какое-то время пулять во врага, то теперь просто одна очередь, и все, кто попался на пути, трупы явно сделаны после критики игроков. И это просто офигительно, потому что я уже 100 лет не играл в игру, где вот прям один человек может убить троих. И только вот за счет того, что он их обхитрил, зашел с фланга, сотворил что-то такое разумное, а не только за счет скилла. 10 seconds remaining. Дальше больше добавлено куча мелочей. Например, обороняющаяся команда тоже может смотреть, как на них нападают через камеры, размещенные в доме. Также можно помечать через эти камеры вражеских солдат, чтобы они отображались у всех игроков на экране. Плюс-минус команда понимала, откуда к ней заходят. Опять же, эти там камеры можно уничтожать. Теперь дом, он не просто, да, такой девственный стоит, а все-таки террористы, они заранее подготовились к обороне, практически все окна забиты, и нет такого, что в начале раунда обороняющаяся команда бежит просто спешно все-все-все забивать, тратит на это время. Есть несколько только там дверных проходов, да, которые не забиты, и сама команда решает, как она будет обороняться, какие стены усилять, то есть тратит время только на важные тактические решения. В результате вот этих всех твиков скорость матча очень сильно возросла, то есть сами при этом пехотинцы даже медленнее двигаются, чем в первой альфе, но динамика и смысл происходящего сильно возросла. То есть на каждом этапе тебе есть чего делать. Управляешь ты там дроном или возводишь баррикады, смысла в твоих действиях гораздо больше, а значит тебе гораздо интереснее играть. Ну и самое крутое, конечно же, случается во время своего геймплея, потому что, вот если помните, во время альфы я вывел главную эмоцию от Rainbow Six, что это как мексиканские перестрелки в фильмах Тарантино, когда все очень-очень долго говорят, и при этом каждый думает, как наиболее эффективно перемочить всех остальных, а потом за секунду весь конфликт разрешается, вся комната оказывается по колено в крови, ну и там выживает несколько человек. И вот эту основную эмоцию, да, от геймплея разработчики вот довели просто до идеала. Ну, во-первых, раунды очень быстро настает этот момент такого всеобщего шитаута, но вот ему предшествует некая напряженная фаза, где каждая команда придумывает, как убрать другую. И вот такой вот открытый, навороченный геймплей Rainbow Six, он представляет массу вообще возможностей, как атаковать, как защищаться. И по сути игра превращается в вечный генератор уникальных ситуаций, потому что, ну вот 2 дня мы играли, и ни разу ни одна ситуация не повторилась. Все партии, в которые лично я играл, были супер осмысленными, и мы получали либо дикое удовольствие от того, как мы победили, либо чуть меньше, но все-таки удовольствие от того, как нас разобрали, насколько нас круто поимела другая команда. Опа! О! Эта игра реально просто накачивает эмоциями. Я 100 лет не орал во время матча так, чтобы просто разрывался микрофон, вообще это все кричало. Ощущение от того, когда ты там в решающую секунду матча просто разом кладешь 3 врагов, ну они просто непередаваемые. Ну и достаточно важная вещь в бете, в отличие от альфы, то, что теперь доступна, собственно, прогрессия, прокачка, то, как ты будешь развивать своего персонажа, а точнее отряд. Я вот все думал, да, у нас игра называется Радуга 6, да, это вроде как международное спецподразделение, а в новом Сидже есть вот САС, спецназ, самые разные спецподразделения со всего мира, и как-то это все не вяжется с каноном.
Оказалось, что весь смысл игры — это создание своего уникального спецподразделения. То есть во время игры ты зарабатываешь очки известности в зависимости от своих действий. За все удачные там тактические маневры тебе дают эти очки. За победу команды в матчах, конечно же, еще больше. После чего ты отправляешься в, так сказать, магазин, где можешь либо открыть какого-нибудь оперативника, либо оружие и обвесы для него. То есть у тебя есть на выбор вот все спецподразделения, в них есть разные оперативники, кто-то для атакующей стороны, кто-то для защищающейся. И каждый оперативник — это персонаж с уникальной биографией, уникальной экипировкой и каким-нибудь определенным одним спешалом. То есть каждый персонаж в игре, он уникален. В бете не все бойцы доступны, то есть половину где-то оставили для полной версии, но тем не менее можно понять, как ощущается вся вот эта прогрессия, и она реально сделана очень круто, потому что ты сидишь, выбираешь вот по снаряжению, по спешалу, какой оперативник тебе нужен, за кого бы ты хотел сыграть. Я, конечно же, первым делом себе открыл нашего спецназовца, у которого есть там АК-12, и каждое решение, какой ствол ты возьмешь, какие атачменты к нему привесишь, все это сильно влияет на вообще исход матча. Я вот навсегда запомнил свои первые ощущения, когда я взял АК, повесил на него, купил для него глушитель, свесился из окна вверх тормашками, да, в комнату с противниками и сделал 2 красивых, аккуратных, главное, тихих хедшота, и меня никто не заметил. И вот редкая игра вообще может подарить такие ощущения. И чем больше ты играешь, тем больше понимаешь, насколько подбор бойцов всей командой имеет решающее вообще тактическое значение. Потому что очень легко может оказаться так, что у вас не будет в отряде никого с гранатой. С банальной, да, фраг-гранатой. И когда в комнату ворвутся пацаны с щитами здоровенными, одолеть которых можно реально только либо вот подкинув им что-нибудь взрывающееся, либо с помощью командных действий, да, там отвлекаясь с разных сторон. Аккуратно, аккуратно, там со щитом парень слева. Второе очень сложное. И это просто фантастическое чувство, когда это получается. Когда вы там, оря в микрофон, просто вот пытаетесь отвлечь этого вражеского щитовика и зайти ему в спину, это просто безумное количество адреналина и восторга, когда это получается. Что важно, чаще не получается. То есть лучше иметь все-таки гранату. Щитовик идет к вам. Куда? Я его пометил, но он уже прошел. С центрального входа прям. Да. Вот красиво закончили, красиво, Ну, в общем, говорю, игра — генератор фантастических моментов, которые врезаются прямо в память. У каждого оперативника, да, есть какой-то спешл, который сильно влияет на геймплей, или это колючая проволока с электрошоком, или там молот, который пробивает стены, или там он может закладывать C4, или пакет, который пробивает, взрывает стены, или сканер там сердцебиений, мышинку дронов, там лазерную систему, которая сбивает гранаты. Ну, то есть реально гаджетов очень много, и все они с толком применяются. Даже вот простейшие, вроде C4. До сих пор помню, как мы обороняли подвал, товарищ прикрывал лестницу, я на всякий случай рядом с ним положил C4, на тот случай, если его убьют, чтобы ее тут же взорвать. И когда я увидел, что его маркера нет, нажал кнопку, и тут полетело 2 фрага, я опять же просто завизжал от восторга. Красота! Ну, то есть вот такой вот медленный, тактический, умный геймплей с кучей пакостей, это вот абсолютно мое, это очень интересно. Это игра на хитрость, на сметанку, самый умный, а не скилловый шутер на сегодня. Ну и если раньше были сомнения, то сейчас вот понятно, что Ubisoft пытается сделать серьезную заявку на киберспорт. Я вообще не исключаю, что эта игра может стать киберспортивной дисциплиной. У нее для этого вот есть все. Это намного веселее, умнее, интереснее, чем вот большинство представителей жанра. Ну и в бете этого нет, но они добавили еще режим спектатора, где в изометрии показываются все передвижения команд. Так что к трансляциям матчей Ubisoft уже готовится.
Более того, на второй день беты стал доступен режим антитеррор, он же Terrorist Hunt, который позволяет играть против компьютерных противников. И вот мы в него играли на E3, он мне тогда очень понравился, я даже делал отдельное видео про это. Но я даже представить не мог, насколько круто в него будет играть не на харде, а на реалистик режиме. Это просто откровенная боль. Мы уже вполне такой сыгранной командой зашли в него, большую часть раундов проиграли. Как герой вошел и умер. Суть в том, что на карте находится 30 вражеских АИ персонажей, они сидят каждый раз в абсолютно разных местах. У них каждый раз абсолютно разные ловушки. Ну и, соответственно, нужно всех зачистить. И все бы ничего, но это оказывается чертовски сложной задачей, потому что АИ просто прекрасен. Он удивляет, он очень агрессивно действует, он отлично координирует действия, реагирует на перемещение вашей команды. То есть выглядит это примерно так. Крадется Радуга 6, смотрит во все стороны, кто-то случайно задевает колючую проволоку, враги это слышат, и тут же раздается канонада, через стены начинают лететь пули, со всех сторон заходят враги, они выбегают наружу, оббегают здание, заходят в тыл, очень активно перемещаются, ставят ловушки, применяют C4. И самое главное, каждый раз это происходит абсолютно неожиданным образом. То есть мы специально проверяли АИ на различные действия, пытались по-разному проходить карту. Например, засесть там на соседней крыше и из пулеметов начать поливать здание. АИ просто шикарно на это реагирует. Только ты начинаешь строчить, они все соображают. И уже через минуту тебя поливают огнем с нескольких точек. Они выходят наружу там, с нескольких направлений, начинают давить тебя огнем. В этот момент на третьем этаже еще один аишник выбегает и кидает тебе на эту крышу гранату. Граната! После чего сразу уходит внутрь, ты там в припрыжку бежишь, пытаешься слезть с этой крыши, а внизу тебя уже ждет незаметно подкравшийся противник. То есть это очень круто. Вот серьезно, даже поединок с живыми противниками намного проще. Люди гораздо больше тупят, гораздо аккуратнее действуют. Здесь у них не только численное преимущество, но и еще очень агрессивное поведение, которым ты вот, когда всю команду убивают, ты этим просто опять же наслаждаешься. Снизу, снизу! Нет. Раскоробились! Причем произойти это может в любой момент, даже когда вы уже уверены в своей победе, пробираетесь на последний этаж, и стоит хоть кому-то совершить ошибку, расслабиться, как все, команды целиком нету. Просто могут вынести за 1 секунду. При этом АИ делятся еще на роли, как бы одни сидят в засаде, другие штурмуют, там активно бегают по карте, а третьи, они вообще камикадзе, с толстой броней, они просто выбегают на всю команду и дергают чеку. И их, конечно же, нужно убить до того, как они добежали. Ой-ой-ой. Вот! Вот, меня также вынесли, камикадзе. И, в общем, когда ты играешь вот в этот режим, ты прям чувствуешь, что везде враги, опасность может прийти с любой стороны, у тебя вот прям начинается какой-то офигенный эффект погружения, ощущение того, что реально какая-то контртеррористическая операция происходит. Назад, Дэвил. Граната сзади. Кто гранату кинул? Не все идеально, на самом деле. Есть моменты, где аишники тупят, там, не знаю, прокрадываешься в комнату, они тебя не услышали, они просто стоят в окно, смотрят. Иногда повисают, вообще не реагируют, например, на выстрелы, но гораздо чаще они тебя удивляют и очень агрессивно действуют. И при этом используют, ну вот, весь арсенал своих умений. Это очень впечатляет. С улицы двое! Мне на крышу гранату закинул! В общем, после того, как мы поиграли в этот режим, у меня стало гораздо больше уверенности, что Rainbow Six это будет не просто хорошая игра, а игра события. Эта игра реально дарит огромное количество новых эмоций, которых не было в других играх. Кто-то может вспомнить Payday, да, с такими же АИ, но там не было такой разрушаемости, прошивающихся стен, ну, в общем, такого детализированного, навороченного геймплея. Радуга 6 действительно делает новые вещи, и это прямо заводит. Это впечатляет, в это хочется играть. Быстрее, 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 быстрее! Пока они не пришли.
Это было весело! Propelling down. Let's go, let's go! На этом, в общем, все, что есть у меня сказать по Rainbow Six. Я думаю, что с игрой я уже прощаюсь до релиза, который вроде как будет в декабре, если опять не перенесут. Ну вот, честно, на душе облегчение. Я очень переживал за этот проект. Ну, очень рад, что вот на данный момент из него получилось. Если там опять баланс не перекосят, это будет восхитительная игра, в которую я, наверное, буду залипать. Откуда? Ставьте лайк, если понравилось видео, больше лайков, больше желания делиться впечатлениями. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Заходите в блог, заходите в группу ВКонтакте, там все впечатления появляются раньше всего. Ну и спасибо, что смотрели, до встречи в следующих сюжетах.